С вами Андрей Маркин. Ни секунды потери времени. Мы начинаем. Дальше о том, к чему человечество шло все последнее столетие. О роботах, гуманоидах, новых возможностях, рисках и изменениях, которые повлияют на вас уже в этом году. Мы ждали их с Марса, ловили сигналы из космоса, запускали телескопы и межпланетные экспедиции. А они пришли не оттуда. Они пришли с заводов Маска и из лаборатории робототехники Boston Dynamics. Слово «робот» придумали чехи в 1920 году. Оно впервые было использовано в пьесе чешского писателя Карла Чапека и означало подневольного работника, лишенного воли, прав и личности, по сути, раба. Мы долго думали, что главный предел робототехники – это интеллект, потом сила, потом автономность. Но был еще один убийственный аргумент, за который человек держался до конца. Роботы не способны делать все, что умеет человеческая рука – кисть. Мелкая моторика. Именно здесь нам годами говорили, человек незаменим. И вот в конце 2025 года на собрании акционеров Tesla Илон Маск заявил, этой преграды больше не существует. Знает ли человек сегодня, сколько еще времени будет нужна его профессия? Понимает он, в какой момент его опыт перестанет быть ценностью? И скажет ему кто-нибудь, когда этот момент наступит? Или он узнает об этом последним? Досмотри до конца и сравни с тем, что ты думаешь сейчас. Сегодня будут только факты, которые уже случились с нами, с нашей человеческой цивилизацией. Факты о том, как 2026 год изменит технологии, которые мы еще вчера знали лишь как прототипы и будущее. Ладно, все, о чем мы говорим, это все равно вопросы, на которые мы не можем дать ответы, которые можно понять как человек, верно? Но уже сейчас искусственный интеллект способен формулировать вопросы такой сложности, которые вы или я вряд ли сможем понять. Впрочем, не расстраивайтесь. Их не сможет понять даже Нобелевский лауреат, не говоря уже об ответе на них. Искусственный интеллект уже формулирует вопросы длиной в несколько страниц, и он же, или другая его модель, на них успешно отвечает. Понимаете, о чем я? Вот он, взрыв сингулярности. Он произошел. Мы, как вид, уже достигли определенного предела, хоть сам ИИ находится в самом начале своего пути. Мы можем прочитать его вопросы и почувствовать, что не знаем ответа. Но, по крайней мере, мы хотим понять, о чем идет речь. А это уже невозможно сделать. Цитата. Илон Маск. В этом году мы начинаем с производственной линии на 1 миллион роботов в год. Это только первая линия. Стоимость роботов будет примерно около $20 тысяч. Точка. Все меняется прямо на наших глазах. Это больше не просто искусственный интеллект на кончиках пальцев и клавиатуре. Пошел отсчет времени. Начался запуск производственных линий по промышленной сборке фантастических существ из будущего. И не только на заводах Tesla. Они больше не в чертежах. Они созданы, протестированы и уже оплачены инвесторами. Китай. Будущее, которое уже запущено. Роботы-курьеры, роботы-регулировщики, роботы-полицейские. В Китае уже сегодня создаются сотни роботов, от человекоподобных андроидов до промышленных исполнителей. Это не фантастика, это реальность, уже встроенная в городскую среду. В метро Шэньчжэня уже сегодня работают роботы-курьеры. Они самостоятельно заходят в вагоны, выходят на нужные станции и доставляют заказы в магазины 7-Eleven, расположенные прямо в подземке. Эти роботы ориентируются в плотной толпе, распознают людей, двери, эскалаторы, избегают столкновений и подстраховываются под ритм пассажирского потока. Сейчас в системе задействован 41 робот, они обслуживают более 100 магазинов. Каждый день рядом с ними проходит около 9 миллионов пассажиров. И важно понять, это не эксперимент и не умный курьер. Это единая автоматизированная логистическая сеть, уже встроенная в транспортную систему города. На улицах китайских городов уже появляются роботы-регулировщики. В Шанхае проходит тестирование человекоподобного робота, который управляет потоками автомобилей и пешеходов. Он анализирует дорожную ситуацию, синхронизируется со светофорами и в реальном времени передает данные в городской центр управления движением.
Робот распознает нарушения, переход на красный свет, автомобили, выехавшие за стоп-линию, и сразу выдает голосовые предупреждения. И это принципиально важно. Это не демонстрация для публики, а пилотная система городского контроля движения. В Шэньчжэне проходят испытания роботы-полицейские. Они патрулируют городские улицы, уверенно ориентируются в плотной толпе, сохраняют устойчивость при толчках и работают автономно. Параллельно Китай демонстрирует более жесткую сторону робототехники. Тяжелых, человекоподобных андроидов для промышленности и силовых задач. Это машины ростом с человека, с десятками степеней свободы, с системой сенсоров и лидаром, способные в реальном времени повторять движения оператора. И ключевой момент. По данным китайских источников, стоимость таких андроидов составляет около 25 тысяч долларов. Представьте, крыша здания после шторма, скользко, ветер, вода под ногами, а туда поднимается робот Atlas от Boston Dynamics. Ему все равно, сорвется он или нет. Для него это просто задача в пространстве. Это уже не эксперимент. Сегодня он удерживает равновесие и работает там, где человек рискует жизнью. Завтра он чинит кровлю, спускается в затопленные подвалы, работает с трубами в узких пространствах, с арматурой и бетоном. В местах, куда раньше шли люди с допуском, страховкой и риском. Хорошо, скажут дальше. Это все еще про тяжелый и опасный труд. Человек все равно нужен рядом. Но давайте посмотрим на другой пример. Магазин. Разгрузка овощей. Проходы, тележки, люди вокруг. Это G1 от Unity Robotics. Он не грузчик и не кассир. Он корпус и интеллект, которому все равно, какая задача стоит в следующей очереди. Через час он уже разгружает товар, потом раскладывает его по полкам, а затем встает за кассу. Для него нет разницы между физической и сервисной задачей. Один и тот же корпус, один и тот же интеллект. Разные роли в течение одного дня. И опять очень важно, это не профессия, это сменяемый сценарий. Есть одна вещь, которую почти никто не понимает про человекоподобных роботов. Они развиваются не постепенно, они ускоряются. Представьте себе 3 процесса, которые растут одновременно. Первый – это мозг робота. Компьютерный разум становится умнее с каждым годом, быстрее, чем раньше. Второй – железо. Микросхемы, которые управляют этим разумом, тоже становятся мощнее и дешевле. И третий – это тело. Роботы все лучше двигаются, держат предметы, ориентируются в пространстве. Их руки и движения становятся все точнее. И вот что важно. Эти 3 вещи не просто складываются, они усиливают друг друга. Когда мозг становится умнее, он помогает улучшить тело. Когда тело становится лучше, оно дает больше данных мозгу. А новые роботы помогают создавать еще более совершенных роботов. Получается эффект снежного кома. Роботы учатся и сами же ускоряют свое развитие. И самое главное, все эти знания одного робота мгновенно передаются другим. Если один робот чему-то научился, завтра это умеют все. Поэтому их развитие – это не шаг за шагом, это ускорение, которое с каждым годом становится все быстрее. И здесь возникает внутренний конфликт, от которого не уйти. Что делать человеку, если мир больше не нуждается в его профессии, но все еще требует, чтобы он жил, платил и отвечал за свою жизнь? С этого момента профессия перестает быть точкой опоры. Это и есть наша реальность 2026 года. Например, ваш сын или дочь еще учатся, пишут эссе, решают задачи, готовятся к экзаменам. Вы тратите силы, нервы, деньги на репетиторов, на курсы, на хороший университет. А теперь зададим критический вопрос, к чему именно вы их готовите? Если рынок труда исчезает у нас на глазах, вы знаете, какой самый популярный запрос в чат GPT в 2025 году? Генерация эссе, решение задач по математике, написание кода. Искусственный интеллект это делает за секунды, бесплатно уже сегодня. А что такое стандартизированный тест, домашнее задание, университетский проект? Это проверка на соответствие шаблону. Ровно то, в чем машина стала сильнее любого отличника. Вузы всего мира используют программы антиплагиат.
чтобы ловить студентов, которые сдают ИИ-тесты. А студенты обходят эти системы легко. Всего 2 кликами мы инвестируем в знания и навыки, которые больше не являются дефицитом. Мы готовим молодого человека к соревнованию, правила которого меняются быстрее, чем он получает диплом. И вот реальность, которая уже формируется. Ваш студент с большими усилиями и инвестициями получает перспективную специальность в IT, в дизайне, аналитике, юриспруденции. Он выходит на рынок в 2028-2030 году и обнаруживает, что его рабочее место давно занял робот. Далее, ваша ипотека, ваша аренда, ваша работа. Вы просыпаетесь утром, идете в офис или открываете ноутбук, выполняете задачи, получаете зарплату. Платите по счетам. Это замкнутый круг, который называют стабильностью. А теперь посмотрите на этот круг глазами того самого алгоритма распределения задач. Ваша работа – это набор функций. Часть из них уже можно описать и передать роботу. Не всю работу, часть. Этого достаточно. Искусственный интеллект не заменяет вас за один день. Он оптимизирует сначала отчетность, потом рутинный анализ, потом часть коммуникаций. То, на что раньше уходил день, теперь делается за пару часов. Но вам все еще платят за полный рабочий день, пока что. Потом приходит неизбежная реструктуризация. И вот вы уже не ключевой сотрудник. А ваша ипотека, аренда, кредиты, планы, они никуда не делись, они ждут. И вам приходится адаптироваться к новым условиям, так как многие рабочие места исчезают. Теперь ваша финансовая безопасность завтра. Вы откладываете, инвестируете, планируете. Делая это, мы молча предполагаем одно, что завтрашняя экономика будет похожа на вчерашнюю, что профессии не исчезнут, компании продолжат расти, а доход остается стабильным. А что, если завтрашний мир – это мир, где финансовые рынки лихорадят не из-за циклов, а из-за того, что искусственный интеллект проводит миллионы сделок, выявляя микронеэффективности, недоступные человеческому восприятию? Пенсионные схемы, акции, облигации – это модели стабильного и привычного нам мира постепенного роста. Сегодня начинается другой мир, где правила устаревают быстрее, чем вы успеваете прочитать новостную ленту. Так что же, тупик? Нет. Просто эта жизненная игра меняется быстро и до неузнаваемости. Сегодня робототехника и искусственный интеллект уже физически заходят в наши дома, магазины и офисы. И это не шоу. Сегодня обычный офис, днем здесь люди, а ночью пусто. По коридору идет робот Optimus от Tesla. Никто за ним не следит, он не работает в человеческом смысле этого слова, он просто исполняет задачу. Потом сам идет, заряжается, потом снова выходит, и это важно. Это уже эксплуатация, не лаборатория, не шоурум, а повседневность. Мы долго думали, что главный предел робототехники – это интеллект, потом сила, потом автономность. Но был еще один убийственный аргумент, за который человек держался до конца. Роботы не способны делать все, что умеет человеческая рука, кисть. Мелкая моторика. Именно здесь нам годами говорили, человек незаменим. И вот в конце 2025 года на собрании акционеров Tesla Илон Маск заявил, этой преграды больше не существует. Создан полный функциональный аналог человеческой руки с точной моторикой, силой, обратной связью и управлением. В этом году будет запуск первого массового производства робота Tesla Optimus, который будет обладать этой функцией. Но, как говорится, не одним Маском развивается технология. Компания Robotics представила на выставке Sharp Wave роботизированную руку с 22 степенями свободы, массивом тактильных сенсоров и, по словам разработчиков, высокой силой и скоростью. На китайских выставках в последнее время отчетливо прослеживается тенденция. Гуманоидов и роботизированные кисти для них все чаще разрабатывают разные компании. Это подчеркивает, насколько сложной и критически важной частью гуманоидов остается именно рука. Если у робота есть тело, рука и интеллект, если он выполняет задачи быстрее, стабильнее, дешевле человека, скажите, что именно в вашей работе сегодня еще является уникальным? Илон Маск
Собрание акционеров. Ноябрь 2025 года. Optimus станет самым масштабным продуктом в истории человечества. Больше, чем мобильные телефоны. Больше, чем что-либо до этого. Каждый человек захочет иметь собственного робота. И в итоге таких роботов могут быть десятки миллионов. Звучит как перегиб. Как типичный Маск. Как человек, который всегда говорит слишком много и слишком смело. И я бы, честно, отнесся к этим словам более чем скептически, если бы не одна деталь. Инвестированные деньги и уже работающие роботы. И это снова не мои слова, это опять Маск. В нашем инженерном центре в Пало-Альто роботы просто ходят по офису круглосуточно, никто за ними не следит, потом они сами идут и заряжаются. Ок, я просто дам в описании ролика ссылку на первоисточник. Послушайте Маска лично, посмотрите на его самую последнюю модель робота. Это будут не мои пересказы, его слова. И уже после этого попробуйте сказать себе, что это просто фантазия. Но в любом случае, с нами рядом появляется огромная система роботов, которым все равно кем работать. И да, пока мы роботов считали слабыми, неуклюжими, медленными, ограниченными. Мы даже смеемся, когда они падают на подиум и дрыгают смешно ногами. Но даже в таком состоянии они уже создают проблемы, которые выбивают с рынка тысячи рабочих мест. Для этого не нужен идеальный интеллект. Достаточно того, что они работают без усталости, без зарплаты и без ошибок по инструкции. Начало положено, а дальше огромное количество заводов по всему миру. И в этот момент роботы начинают менять не только простой физический труд. Например, такие профессии, как сантехники, строители, работа с пространством, инструментом, трубами, соединениями, аварийными ситуациями – это уже не уникально человеческая задача. Под изменения также попадают и высококвалифицированные профессии. Цитата. Ноябрь 2025. Илон Маск. Optimus в конечном итоге будет лучше, чем лучший хирург-человек с уровнем точности, который невозможен для человека. Цитата окончена. Сегодня я решил построить этот выпуск иначе, чем раньше. Вы это уже заметили. Больше цитат, больше доказательств, потому что тема, о которой пойдет речь дальше, касается каждого из вас. В это можно верить или не верить. Можно относиться скептически или отмахнуться. Каждый решает сам. И, наверное, не у меня одного сейчас появляются вопросы. Сколько у нас у всех еще есть времени? Роботы и искусственный интеллект, которые приходят нам на смену, враждебны? Что в этой ситуации должен сделать человек? Адаптироваться или выпасть? Дальше расскажу. По кому будет нанесен первый удар? Кто начнет терять работу раньше других? И почему именно он? Я хотел сегодня меньше говорить о модном искусственном интеллекте, но в связке с робототехникой этот разговор неизбежен, потому что речь идет не об отдельных технологиях, а об их симбиозе. Мы услышим мнение очень разных людей, бывших и действующих лидеров рынка искусственного интеллекта. И то, что они говорят сегодня, звучит как чистая фантастика, как утопия. Итак, к вопросу, по кому будет нанесен первый удар. Сначала сыпется офис. Если вы думаете, что первым исчезнут водители, грузчики, рабочие на заводах, вы ошибаетесь. Но не очень сильно. Они тоже исчезнут, но вторыми. Но первыми начинает рушиться не физический труд. Первым сыпется офис, потому что офис — это тексты, таблицы, отчеты, переводы, письма, справки. Все то, что можно автоматизировать. Именно поэтому удар начинается здесь. Вы приходите в офис и вдруг ловите себя на странные мысли. Стало слишком тихо. И никто не объявлял сокращений. Просто задачи начали решать при помощи искусственного интеллекта. И самое неприятное, офис продолжает функционировать. Даже быстрее, чем раньше. Первыми под удар попадают переводчики, начинающие программисты, бухгалтерия низового уровня, люди, которые сводят таблицы, пишут отчеты, перекладывают информацию из одного файла в другой. Их работа идеально решается алгоритмами искусственного интеллекта. Быстрее, стабильнее, дешевле. Постепенно ваша роль превращается в проверяющего и переписывающего промпт.
и как итог исчезает совсем. Смотрите. Сегодня роботы-пылесосы катаются по офису, и это выглядит смешно. Детский лепет. Но как только появляется человекоподобный робот, игрушки заканчиваются. И вдруг вы понимаете, у него не будет больничного. Он не уйдет в отпуск. Он не скажет «мне мало платят». А на следующий месяц клининговые компании просто не продлевают контракт. Не потому что плохо убирали, а потому что больше не нужны. То же самое происходит с охраной. Робот фиксирует, робот блокирует, робот сообщает. Он не засыпает, не отвлекается, не пошел покурить. Здесь важно понять, один такой робот – это не минус один человек, это минус целая цепочка. Смены, графики, подрядчики, договоры, проверки. Да, после этого начинают сыпаться следующие слои. Коммерческое производство, дизайнеры, контент-менеджеры, сервисные роли, администрирование. Это невозможно перечислять уже. Это массовое, типовое, потоковое. Это очень много людей. А теперь о скоростях. О той скорости, с которой реальность уходит вперед, пока мы продолжаем жить так, будто времени еще много. Есть известный всем ориентир – закон Мура. Он говорит простую вещь. Вычислительная мощность компьютеров удваивается примерно раз в 2 года. Именно поэтому за последние десятилетия техника становилась быстрее, дешевле, почти как по расписанию. Мы к этому привыкли. Это был нормальный, понятный темп прогресса. А теперь внимание. Вот что говорит Мо Гавдат, бывший директор Google X и человек, который десятилетиями работал внутри технологического гиганта, мотором перемен. Именно он отвечал за развитие ИИ, когда никто даже не знал таких формулировок. Цитата. «Искусственный интеллект удваивается каждые полгода. Это невероятно быстро. Более того, этот процесс ускоряется, потому что сам искусственный интеллект помогает создавать лучший искусственный интеллект. Поэтому вопрос сегодня звучит не так. Станут ли роботы достаточно умными? Вопрос звучит так. Как быстро это произойдет? И успеем ли мы к этому адаптироваться? Сегодня человечество оказалось на пороге морального выбора. И дальше перед человечеством открываются 2 радикально разных сценария. Первый сценарий. Государство начинает платить всем людям базовый доход. Это когда всем людям будут платить деньги с первого дня их жизни и до смерти. Человек больше не обязан работать, чтобы жить. Физический труд и рутинные задачи уходят машинам, а человеку остается то, ради чего он, возможно, вообще появился. Мышление, творчество, познание, забота, развитие, семья, культура. И есть второй сценарий. Его сторонники называют первой наивной утопией. Они говорят, будет тотальный контроль. Если человеку не нужно работать, значит его нужно контролировать. Каждый шаг, каждое действие, каждый выбор будет оцифрован, оценен, разрешен или запрещен. Базовый доход превращается в повод для наблюдения. Государства и корпорации в единую мегасистему, которая знает о вас больше, чем вы сами. И в этом мире человек становится зависимым не от работодателя, а от системы. Есть еще одна точка зрения, о которой было бы нечестно не сказать. Она радикальная, жесткая. С ней не обязательно соглашаться. Ее озвучивает Ютковский, один из самых известных и самых спорных мыслителей в теме искусственного интеллекта. Он не говорит про удобство, не говорит про экономику и не говорит про рынок труда. Он говорит про крайний сценарий. Его позиция звучит так. Умная система сама по себе не становится человечной. Если мы создаем интеллект сильнее человеческого и даем ему цель, даже самую благую, мы должны идеально заложить туда ценность человеческой жизни. А мы не уверены, что умеем это делать без ошибок. И если допустить ошибку, второй попытки может не быть. Это не приговор, это предупреждение. И важно вот что. Я не прошу вас соглашаться с Ютковским и тем более с кем-либо еще. Я считаю важным, чтобы вы знали, что такая позиция существует. На фоне всего того, что вы только что увидели и услышали. Потому что взрослый разговор о будущем начинается не тогда, когда мы выбираем одну удобную нам версию, а тогда, когда видим здесь диапазон возможных сценариев. От утопии до катастрофы. И мы понимаем, что именно мы хотим предотвратить и к чему готовы идти. И вот вопрос не к Ютковскому. Какое будущее вы считаете допустимым? Сколько у нас времени, чтобы проверить это не на себе?
И если вас зацепил этот разговор, если тема действительно интересная и вам нравится, как мы здесь говорим, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Это позволит вам не пропустить следующие выпуски, где я вернусь еще к теме базового дохода. Проанализирую изменения в позиции правительств стран по этому вопросу. Так кто в этой игре главный? Китай играет в индустрию, и ровно так же, как с электроникой и электромобилями. И то, что он умеет делать очень хорошо, так это резко удешевлять и быстро наращивать объемы. В 2025 году китайский автопроизводитель Xpeng публично заявил, что планирует вложить до 100 миллиардов юаней в человекоподобных роботов. Интересно, куда они денут рабочих с этой фабрики? США. 100 миллиардов заявлены под строительство и скупку дата-центров для искусственного интеллекта. А также сделка на 40 миллиардов вокруг крупного оператора дата-центров. Объединенные Арабские Эмираты – это третий мотор. Отдельно публично озвученное обязательство инвестировать до 1,4 триллиона долларов в проекты США в сфере энергетики и искусственного интеллекта. Как вам цифра в 1,5 триллиона долларов? Этот ролик я готовил не только с целью встряхнуть слушателя, вытащить его из теплой постели на мороз. Мне интересно узнать ваше мнение. Интересно было бы послушать альтернативные точки зрения. Каким вы видите свое будущее? И будущее ваших детей в свете надвигающихся глобальных перемен. Также мне будет интересно почитать ваше мнение на тему базового дохода. Верите в это? Если да, почему? Если нет, обоснуйте свое неверие. Мы сейчас обсуждали роботов так же, как когда-то обсуждали интернет. Тогда большинство не заметило самого важного. И сейчас есть хороший шанс не повторить эту ошибку. К этому разговору мы еще вернемся.